Глава 46. Эта фраза, сказанная будто мимоходом, тем не менее потрясла всех настолько, что вокруг послышались удивленные вздохи. В умах многих небожителей пронеслось. Ты – всего лишь мусорное божество, у которого даже магических сил нет. Как тебе хватает наглости говорить величественному богу войны восточных земель, Лан Цаньцу, что в битве с тобой его ждет неминуемая смерть? Не слишком ли самонадеянно? Ведь фраза прозвучала так, будто принц спросил о низвержении в мир смертных, уступая Лан Цаньцу победу, лишь бы не опускаться до драки с ним, поистине невиданное бахвальство. Однако Лан Цаньцу не увидел в его словах хвастовства. «Я же сказал, неважно, каков будет итог, жизнь или смерть. И я не нуждаюсь в твоих уступках». Сэлянь не ответил ему, но снова обратился к Цзюньгу. «Владыка, прошу, не извергните меня с небес». Ши Цинсюань внезапно вскинул руку и вмешался. «Постойте, у меня есть возражение». Цзюньгу позволил. «Пусть говорит повелитель ветров». Ши Цинсюань произнес. «Уважаемые бессмертные коллеги, кажется, решили, что его высочество Синьлы назвался Фан Синим исключительно с целью свершения мести, после чего утопил в крови правящий дом Юнань. Но если он хотел отомстить, почему оставил в живых его высочество Тайхуа, который являлся наследным принцем Юнань? Согласно логике, мститель должен был более всего стремиться умертвить именно наследного принца, разве не так? Данный вопрос пришел в голову не только ему, но остальные решили, что нет необходимости проявлять инициативу и высказываться вслух. Теперь же, когда повелитель ветров затронул эту тему, несколько небожителей согласно закивали. Ши Цинсюань же добавил, пусть я совсем недавно познакомился с его высочеством, но все же своими глазами видел, как он бесстрашно принял на себя удар изогнутой сабли Имина, защищая его высочество Тайхуа. Цаньцу, если он действительно всей душой ненавидел вашу императорскую семью, почему же заслонил тебя от удара, презрев опасность? Услышав фразу «бесстрашно принял на себя удар изогнутой сабли Эмина», Фэн Синь и Му Цин внезапно переменились в лице. Послышались шепотки в духе «возможно», его на это толкнула нечистая совесть и чувство вины, которое повелитель ветров пресек следующей фразой. Но ведь это темное оружие, приносящее несчастье, проклятый клинок. Поэтому, я считаю вопрос о причастности его высочества открытым. Пэймин съязвил. Остается позавидовать его высочеству наследному принцу, ведь сам повелитель ветров поручился за него, произнеся речь в его защиту. А вот наш Ся Пэй оказался менее удачлив. Ши Цинсюань парировал. Генерал Пэй, не пытайтесь исказить факты. Разве инцидент, в котором замешан Ся Пэй, похож на данное происшествие? Я своими глазами видел совершенное им преступление и своими ушами слышал, как он признал вину. Пэймин не уступал. Разве сегодня ситуация иная? Его высочество Тайхуа лично был свидетелем преступления и лично слышал, как его высочество Синьлы признал вину. О каких различиях тут может идти речь? Ши Цинсюань закипел от гнева и собирался продолжить припираться с Пэймином, но Сэлянь остановил его. «Ваше превосходительство, я премного вам благодарен и премного обязан за заботу. Но в этом нет необходимости». Ши Цинсюань не смог за короткое время придумать, что возразить Пэймину, поэтому лишь ткнул в того пальцем, но сдержал возмущение. В этот момент наконец вмешался Цзюньгу. Он бесстрастным тоном произнес: «Прошу всех успокоиться». В голосе Цзюньгу не слышалось громких нот, напротив, он прозвучал даже слишком ровно и спокойно, однако каждый небожитель во дворце Шэню расслышал его четко и ясно, поэтому немедленно оправился и встал как следует. Когда в главном зале воцарилась тишина, Цзюньгу продолжил. «Тайхуа, ты, как обычно, ведешь себя несдержанно. Встречаясь с проблемой, нельзя каждый раз стремительно бросаться в бой. Необходимо хладнокровно выслушать, выяснить все обстоятельства дела, и лишь после принимать решение». Лан Цаньцу опустил голову, покорно выслушивая нравоучения. Цзюньгу продолжил. «Если Синьла не желает рассказывать нам всей правды, его просьбы о низвержении напрасны. Для начала он будет взят под стражу и заключен во дворце Синьлы без права самовольного отлучения, после чего я лично займусь расследованием обстоятельств дела. А до тех пор вам двоим не следует видеться». Подобное решение вышло за рамки всеобщих ожиданий.
Цзюнь все-таки защитил Сэляня, это посмешище трех миров, у которого нет ни последователей, ни добродетелей, ни единого огонька благовоний. Лань Цаньцу, между прочим, бог войны восточных земель, что если он останется недоволен подобным решением, тогда эта сделка точно принесет лишь убытки. Но даже если в таких обстоятельствах Цзюнь решил заступиться за Сэляня, не означает ли это, что принц все еще пользуется расположением владыки? Многие небожители, разглядев в случившемся некую подоплеку, втайне решили впредь больше никогда не упоминать прозвище посмешище трех миров на публике. Ши Цинсюань облегченно вздохнул и несколько раз старательно восхвалил великую мудрость владыки. Лан Цаньц уже с сомнением посмотрел на Сэляня и сказал: «Если владыка хочет его допросить, то может делать что угодно, но каким бы ни оказался результат допроса, я все равно не отступлюсь от своего требования о поединке». Затем он отвесил Цзюню поясной поклон, развернулся и вышел прочь. Цзюню взмахнул рукой, несколько богов войны немедля взяли Сэляня под стражу и увели из дворца. Когда они проходили мимо Ши Цинсюаня, Сэлянь тихо обратился к нему. «Ваше превосходительство, я правда очень вам благодарен. Но если вы действительно хотите мне помочь, не нужно больше заступаться за меня, я хочу лишь попросить вас о двух вещах». Ши Цинсюань чувствовал себя ужасно неловко от того, что призвал ветер и разжег пламя, которое поглотило дом блаженства, поэтому теперь даже жалел, что принц не обратился к нему с сотней просьб. «Прошу, говорите, тот юноша, которого я привел с собой, находится снаружи, в пристройке у дворца. Если вам не составит труда, прошу, позаботьтесь о нем. Сущие пустяки, что-то еще. Если генерал Пэй впредь захочет навредить Бань Юэ, прошу вас, протяните ей руку помощи. Само собой разумеется, я не позволю Пэймину добраться до нее. Где она сейчас? Я спрятал ее в монастыре водных каштанов, в горшке с оленями. Если у вас будет время, прошу, выньте ее оттуда и авите ветром». Попрощавшись с повелителем ветров, Сэлянь направился за двумя небесными чиновниками, которые привели его к дворцу Синьлы и весьма почтительно произнесли: «Прошу, ваше величество, наследный принц». Сэлянь кивнул в ответ: «Простите, что затруднил вас». Принц перешагнул порог дворца, и врата за его спиной захлопнулись. Сэлянь огляделся и без удивления обнаружил, что дворец не только снаружи, но и внутри является абсолютной копией прежнего. В прошлый раз он лишь прошел мимо, но не стал заходить. Тогда принц и предположить не мог, что впервые ему придется посетить дворец, находясь под арестом. Поистине недоброе предзнаменование. От всех взлетов и падений, которые случились с ним за прошедшие несколько дней, Сэлянь ощутил ужасную душевную усталость, и потому сразу погрузился в сон. Во сне он увидел множество вещей. Он будто сидел в позе лотоса, предаваясь медитации, а когда открыл глаза, обнаружил себя за письменным столом. Черное одеяние слой за слоем, складка за складкой, расстилалось по полу, а на лице ощущалась ледяная, увесистая маска. Опустив голову, он увидел юношу, который лежал на письменном столе, подложив руки под голову. На вид ему было 14-15 лет, на юноше красовались роскошные одеяния, он весь был полон жизненной силы и спал богатырским сном. Принц покачал головой, подошел к столу с другой стороны, слегка наклонился, постучал по поверхности стола костяшками пальцев и позвал: «Ваше высочество, наследный принц». Возможно, из-за ледяной маски на лице, даже его голос прозвучал немного холодно. Юноша наконец пробудился, поднял на него глаза и от испуга тут же подскочил и сел как положено. «Советник, ты снова уснул. Перепишешь Дао Дэ Цзин 10 раз». Наследный принц потрясенно воскликнул: «Не надо, наставник. Лучше заставьте меня 10 раз пробежать вокруг запретного города. 20 раз начинай писать прямо сейчас. И чтобы иероглифы были ровными». Наследный принц, кажется, немного боялся его, и потому послушно уселся за стол и начал исполнять то, что велел советник. Сэлянь же, вернувшись на свое место, продолжил медитировать. На самом деле, каждый в императорском дворце немного его побаивался. Это был результат намеренно созданного им образа, который вызывал чувство отчуждения, угнетения и давления.
Но у этого наследного принца, возможно, в силу возраста, ощущение страха по отношению к нему никак не могло продержаться слишком долго. Переписав совсем немного, он снова позвал. «Наставник». Принц отложил книгу. «Что? Я в совершенстве усвоил техники фехтования, которым вы обучили меня в прошлый раз, может быть, настало время показать мне новые». «Можно. Чему ты хочешь научиться? Я хочу изучить тот прием, которым вы спасли меня». Поразмыслив, Сэлянь ответил. «Ах, тот прием. Не выйдет. Но почему? Он не практичен. И по крайней мере для тебя совершенно не подходит». Наследный принц спросил с непониманием. «Но ведь он отлично работает, разве не так? Одним клинком погасить силу удара двух мечей. Вы ведь спасли меня именно этим приемом». Непонимание было нормальной реакцией принца. Сэлянь произнес: «Ваше Высочество, наследный принц, позвольте мне задать вам вопрос. Спрашивайте. Предположим, есть два человека, которых голод замучил до такой степени, что глаза налились кровью. Они решили отобрать еду друг у друга, и поэтому начали драться. Неожиданно появился третий человек, который не хочет, чтобы они дрались. Как вы считаете, помогут ли в таком случае одни лишь уговоры? Наверное, не помогут, ведь им нужна еда, так ведь? Верно. И поскольку первичная проблема не разрешена, никто не станет слушать высокоморальных уговоров. Поэтому, если третий человек хочет, чтобы те двое перестали драться, у него есть лишь один выход, а именно, дать им то, чего они хотят. Открыть карман, достать свои съестные припасы и отдать им. Принц все понял, и в то же время ничего не понял. Сэлянь пояснил: логика та же самая. Вам стоит понимать, что если меч покинул ножны, кто-нибудь непременно будет ранен. Если произошел выброс силы, что-то непременно должно ее на себя принять. Поэтому, твои слова о том, что я погасил силу удара двух мечей, в корне неверны. Я не погасил удары, лишь принял их атаку на себя. Останавливать оружие и принимать на себя удар, предназначавшийся другому, поступок весьма глупый, и применим лишь в том случае, когда действительно не существует иного выхода. И вам, будучи его высочеством наследным принцем, нет нужды изучать подобный прием». Принц продолжил переписывать канонический текст, однако через некоторое время на его лице вновь появилось задумчивое выражение. Тогда Сэлянь спросил: «У вас есть еще какие-то вопросы?» Поколебавшись секунду, наследный принц ответил: «Есть пара. Наставник, что если у того, третьего, человека еды также не хватит, что тогда делать?» Принц добавил: «Если те двое получат еду, но потом захотят больше, и из жадности начнут драться еще ожесточеннее, все время требуя у него пищу, как тогда следует поступить?» «А как вы считаете?» Принц, подумав, ответил: «Не знаю, возможно, ему с самого начала не следовало вмешиваться». Зал сиял золотом. Все здесь было золотым, но именно в тот миг золото окрасилось красным. За каждым золотым столом в неестественных позах лежат люди. Меч ударом пронзает горло, ужасом наполнен смертный миг. Его рука, сжимающая оружие, непроизвольно дрожит. Тело государя, который все еще излучает возвышенное величие, залито свежей кровью с ног до головы. В его покрасневших глазах застыла боль и ненависть, он держит на коленях мертвое тело собственной жены. Он поднимает меч и шаг за шагом подходит ближе. Государь поднимает голову, видит его и потрясенно восклицает: «Советник, ты!» Хладнокровное лезвие наносит удар. Одновременно с этим он ощущает чье-то присутствие и резко оборачивается. Молодой наследный принц стоит в дверном проеме, среди лежащих в повалку трупов дворцовой охраны. Взгляд юноши пуст, будто он сомневается в реальности того, что видит перед собой, и готов поверить, что все еще спит. До смерти перепуганный, он делает шаг вперед и едва не запинается о высокий порог. Советник вынимает меч из мертвого тела, брызги свежей крови окропляют черное одеяние. Принц все-таки спотыкается, но не о порог зала, а о лежащий на полу труп. Он бросается к телу государя и, наконец, выдавливает из себя: «Отец, матушка». Но государь уже не может ничего ему ответить. Принц, не в состоянии привести его в чувство, вскидывается и бросается к советнику с круглыми от шока глазами. «Наставник,
Что вы делаете? Что вы сделали? Советник. Проходит какое-то время, прежде чем он слышит собственный, будто закостеневший голос. Вы получили по заслугам. Селиню плохо спалось. Он проснулся от того, что покатился по полу. В полудреме он протер сонные глаза и обнаружил, что на самом деле проспал не так уж долго, да к тому же видел не слишком приятный сон. К счастью, что-то разбудило его, больно врезавшись в грудь. Посидев немного, он выудил это что-то из-за пазухи и разжал ладонь, на которой лежали игральные кости. Те самые, что он принес из дома блаженства. В голове принца непроизвольно вспыхнуло алое зарево. Картина была размытой, но фигура в красном оставалась несравнимо четкой, она неподвижно смотрела прямо на него посреди бушующего моря огня. Селянь тяжко вздохнул и подумал. Интересно, осталось ли хоть что-то от дома блаженства после пожара? Теперь, когда меня низвергнут в очередной раз, не знаю, смогу ли я возместить убытки, даже если продам последнюю рубаху, придется потратить несколько десятков, а то и сотен лет самые большие, всю жизнь, чтобы рассчитаться с ним. Поглядев на игральные кости на ладони, Селянь сложил руки в молитве и потряс какое-то время, затем выбросил. Прокатившись по полу, кости застыли. Как и следовало ожидать, удача, которую Селиню одолжил Хуачен, истратилась без остатка. Он хотел снова выбросить 2 шестерки, но когда кости оказались на полу, результат оказался противоположным – 2 единицы. Селянь не сдержал смешка и покачал головой. Как вдруг за его спиной раздались шаги. Принц застыл на мгновение, одним движением убрал за пазуху кости и стер улыбку с лица. Звук не походил на шаги Цзюньву. Владыка ступал тяжело и уверенно, неторопливо, но и немедленно. И хотя Хуачен ступал с некой беззаботностью, иногда даже лениво, а не как подобает высокому чину, все же настрой, с которым шли оба, будто в груди у них рос бамбук, создавал абсолютно одинаковое впечатление. Однако те шаги, которые сейчас слышал принц, казались легкими, даже слегка парящими. Селянь обернулся и от увиденного замер на мгновение. Нежданный гость был одет в черное, отличался бледностью, тонкими губами и соответствующим образу бесстрастным выражением лица. На вид он казался беспримерно холодным и безразличным ко всему. Вне всяких сомнений он являлся богом войны, однако при этом более походил на бога литературы. Если это не Му Цин, то кто же еще? Узрев удивление на лице Селяня, он приподнял бровь и спросил. «А ты кого надеялся увидеть?» Фэн Синя. Не дожидаясь ответа, он приподнял полы черных одеяний и переступил порог. Фэн Синь, скорее всего, не стал бы приходить. «Зачем ты здесь? Владыка заточил во дворце только тебя, да еще его высочеству Тайхуа запретил наведываться сюда. Но никто не говорил, что я не могу прийти». Он даже не собирался отвечать на вопрос Селяня. Что ж, так тому и быть. Все равно принца это совсем не интересовало, поэтому он не стал переспрашивать. Му Цин обвел взглядом абсолютно новый дворец Синьлы, затем некоторое время испытующе смотрел на принца и вдруг что-то ему бросил. В воздухе блеснуло бледно-зеленое размытое пятно, Селянь поймал его левой рукой, а когда пригляделся, то увидел бутылочку из бледно-зеленого фарфора. Это был сосуд со снадобьем. Му Цин без каких-либо эмоций произнес. «На твою правую руку, которая болтается, истекая кровью, даже смотреть страшно». Селянь стоял неподвижно с бутыльком в руке, отвечая ему тем же испытующим взором. С тех пор, как принц вознесся в 3-й раз, отношение Му Цина к нему можно было описать лишь одним словом – ехидство. Он будто только и ждал, когда принца пинками выгонят с небес в 3-й раз, чтобы потом стоять в сторонке и сыпать язвительными замечаниями. Однако сейчас, когда над Селянем нависла реальная угроза 3-го низвержения, Му Цин внезапно стал более доброжелательным, да еще специально принес ему снадобье. Столь внезапная перемена в отношении, напротив, заставила принца ощутить себя не в своей тарелке. Увидев, что Селянь не пошевелился, Му Цин с легкой улыбкой произнес. «Можешь не применять его, как пожелаешь. Все равно больше никто не придет, чтобы передать тебе снадобье». В этой улыбке не мелькнуло и тени притворства, можно было отчетливо разглядеть, что в тот момент Му Цин действительно пребывал в отличном настроении.
И хотя Сэлянь не ощущал слишком сильной боли, не было необходимости постоянно ходить раненым. Цзюню, конечно, уже коснулся его руки, оказав немедленную помощь, но все же снадобье отнюдь не оказалось лишним. Поэтому принц открыл бутылек и с растерянным видом опрокинул его на правое плечо. Вместо привычного порошка или пилюль из сосуда полился светло-зеленый дым. Его медленные струйки неторопливо окружили руку Сэляня, распространяя прохладу и благоухание. И в самом деле, отличное снадобье. Му Цин вдруг спросил. Слова Лан Цаньцу, правда. Ты в самом деле убил всех членов правящей семьи государства Юнань. Сэлянь поднял на него глаза. И как бы Му Цин ни старался это скрыть, принц все же разглядел в глубине его взгляда неудержимое возбуждение. Казалось, он испытывал жгучий интерес к подробностям того, как Сэлянь омыл кровью пир чистого золота. «Как ты их убил?» В этот момент позади снова раздались чьи-то тяжелые шаги. Они одновременно обернулись и увидели, что очередным визитером оказался Фэн Синь. Едва войдя и увидев во дворце Му Цина, который стоял рядом с Сэлянем и ко всему прочему улыбался, Фэн Синь нахмурился и настороженно спросил. «Что ты здесь делаешь?» Сэлянь помахал рукой с зажатой в ней бутылочкой из бледно-зеленого фарфора. Улыбка Му Цина слегка поугасла. Он ведь только что заверил Сэляня, что Фэн Синь не придет, но последний тут же явился, разумеется, ничего смешного в том не было. Му Цин ответил, это ведь не твой дворец. Раз ты можешь сюда приходить, почему бы мне этого не сделать? Фэн Синь не стал обращать на него внимания, вместо этого повернулся к Сэляню. Он еще ничего не успел сказать, как Сэлянь произнес. Если вы двое пришли, чтобы задать один и тот же вопрос, я отвечу сразу всем. Нет нужды сомневаться, ни единое слово, сказанное мною сегодня во дворце Шэню, не содержит ни капли лжи. Фэн Синь едва заметно побледнел. Му Цин же более всего не выносил подобной его реакции, и потому бросил. Ну хватит, возьми себя в руки хоть немного, кого ты хочешь удивить своим скорбным видом в нынешнем положении вещей. Фэн Синь наградил его крайне недружелюбным взглядом. «Уж точно не тебя, выкатывайся отсюда», Му Цин парировал. «У тебя-то, конечно, есть право приказывать мне выкатываться. На словах ты строил из себя саму преданность. И что же, сколько лет продержался? А в итоге все равно сбежал». На лбу Фэн Синя вздулись вены. Сэлянь почувствовал, что их разговор развивается в неприятном русле, и потому поднял руки со словами. «Постойте, остановитесь». Но разве в характере Му Цина было поддаться на уговоры о примирении? Он с холодной усмешкой произнес. «Все говорят тебе в оправдание, что ты не мог видеть, как бывший господин опускается на самое дно. Но к чему выдумывать эти приукрашенные предлоги? Скажи прямо, ты просто больше не хотел терять драгоценное время, следуя по пятам за покинутым всеми низвергнутым». Фэн Синь воскликнул. «Да чтобы ты понимал, к чертям собачьим», и набросился на оппонента с кулаками. С громким бум лицо Му Цина встретило точный удар кулака. А ведь Му Цин по натуре являлся образцовым красавчиком, и от встречи с кулаком, который пролетел подобно ветру и ударил подобно молнии, его лицо расцвело, будто на нем раздавили помидор, тут же хлынула кровь. Однако упрямство ему было не занимать, не сказав ни слова и даже не хмыкнув, Му Цин поприветствовал обидчика таким же ударом. После вознесения каждый из них обзавелся собственным магическим оружием. Но когда гнев застилал разум, истинное удовольствие приносил лишь взаимный обмен тумаками и пинками. Боевые навыки Фэн Синя и Му Цина 800 лет назад находились на одном уровне, да и теперь не слишком отличались, поэтому они шумно обменивались ударами, грохочущими на весь дворец, но никак не могли определить, кто из них сильнее. Фэн Синь в гневе выкрикнул. «Думаешь, никто не догадывается о твоих подлых намерениях? Только и ждешь, чтобы он совершил что-нибудь ужасное, а потом хохочешь от радости». Му Цин выплюнул. «Я знаю, что ты всегда смотрел на меня свысока, это же просто уморительно, только взгляни на себя. Какое ты имеешь право меня презирать?» В чужом глазу соломинку увидел, в своем бревна и не приметил ничего особенного. Даже Лан Цаньцу еще не успел подраться с Сэлянем, а Фэн Синь с Му Цином устроили сражение первыми.
Они давно копили обиду, и теперь сцепились в драке. Каждый осыпал другого бранью, не слыша даже ответных ругательств противника. Разве кто-то из них мог сейчас расслышать уговоры Селяня? Принц еще помнил, что во времена их юности Муцин всегда разговаривал тихо и спокойно, никогда не позволяя себе кричать на кого-то прямо в лицо. А Фэн Синь, если и ввязывался в драку, то поколачивал лишь тех, кого Сэлянь приказал ему поколотить, при этом останавливался и снова бросался в бой по первому слову принца. Теперь же ситуация изменилась. Сэлянь, рана которого еще не зажила, бросился к выходу из дворца, намереваясь поскорее позвать нескольких небожителей, чтобы те разняли дерущихся. Кто бы мог подумать, что он не сделает и шага за порог, когда услышит оглушительный грохот. Фэн Синя и Муцина этот звук тоже застал врасплох, оба застыли и настороженно повернулись в сторону, откуда исходил грохот. Кто-то пинком отворил врата во дворец Синьлы. А за ними больше не простиралась широкая улица Шэню в столице бессмертных, вместо нее чернела непроглядная тьма, из которой веяло мрачной ци смерти. Из этой темноты выпорхнул целый ураган серебристых бабочек.